Пацаны, девчата, всем привет! Сейчас мы без лишних слов, ну практически, потому что я думаю, вы не просто так зашли на это видео послушать мою болтовню, а скорее всего вы искали обзор именно этих колоночек, потому что, возможно, вы хотите их приобрести. Поэтому без лишних слов мы сейчас их распакуем и по возможности протестируем, и после я выскажу уже свое мнение. Какое-то время ими попользуюсь и расскажу, что да как, что понравилось, а что нет. И есть ли смысл тратить на них денежки, потому что колоночки достаточно бюджетные, но нам пообещали очень много всего интересного, и вроде как они должны даже очень круто звучать. Итак, мультимедийная акустическая система 2 в одном Sven, модель MS1085. По характеристикам у нас выходная мощность суммарная 46 Вт, так как низкочастотник у нас имеет 20 Вт и 2 сателлита, то есть 2 колонки по 13 Вт. Диапазон частот у нас сабвуфера от 40 до 150 Гц, а сателлитов от 150 до 20 тысяч Гц. Размеры сабвуфера 266 на 246 на 187 мм, сателлитов на 101, 111 на 166 мм. Для меня этот пункт очень важный, потому что я искал колонки именно небольшого размера. У меня стол небольшой, я ненавижу огромные колонки. Вес всего этого счастья в сборе почти 5 кг. Цвет черный, сделано, естественно, в Китае. Знаете, снял защитные клееночки и просто офигеваю. Серьезно, просто дизайн вот реально конфетка. Выглядит обалденно. Вот здесь прям Sven молодцы. Но при всем этом, вот это у нас пластик, это все пластик, да, то есть вот эти элементы, это все пластиковое. Это, конечно, будет очень сильно собирать и отпечаточки, и собирать, конечно же, пыль. Поэтому, чтобы не царапать такую красоту, нужно обзавестись какой-нибудь микрофиброй тряпочкой. В общем, у нас есть вот такой вот регулятор громкости. Длина кабеля от регулятора до сабвуфера 160 сантиметров. И вот здесь, конечно, пластик сильно пожалели, потому что качество пластика здесь совсем печальное. Это два разъема, один под микрофон, второй под наушники. Для меня вот этот момент важный был. Я не люблю очень пульты, поэтому я с-под стола выведу этот регулятор, поставлю его на стол, он передо мной, перед монитором будет стоять, да, я буду регулировать громкость, если нужно, подключать наушники. Это удобно, но вот качество у него печальное. Снизу у нас идет поролоновая вставка, она в принципе здесь не особо нужна, но чисто для того, возможно, чтобы там не ерзало по столу или еще что-то. Регулятор у нас имеет стопы, то есть вот это стартовая позиция, то есть минимальный звук, и вот настолько мы можем прокрутить, все, стоп. Сателлит, как и сказал, передняя панель полностью пластиковая, все элементы пластиковые. Корпус у нас МДФ и обклеен каким-то вот таким вот черным шпоном. То есть это не крашеное дерево, а именно идет уже шпонирование. Одни из колонок у меня стояли как-то на солнце, и этот шпон просто повздувался и начал отпадать. Поэтому это не лучший вариант ставить где-то под прямые солнечные лучи. Кстати, длина вот этого кабеля от сателлита до сабвуфера около 160 сантиметров. Для кого-то это будет важный параметр. Учитывайте, насколько далеко вы сможете ставить колонки от сабвуфера. Ну и такой же, абсолютно такой же второй сателлит, который прекрасно все отзеркаливает и видно мою руку. Далее у нас сам сабвуфер, также все это пластик, вот это кольцо, конечно, выглядит обалденно. Корпус опять же у нас МДФ, с правой стороны у нас отверстие фазоинвертора получается, и на тыльной стороне у нас разъем под микрофон, регулятор баса. Далее у нас отверстие под аудио вход и выход. Провода несъемные, на это обратите внимание, поэтому если что-то с ними случится, заломаете, это уже в сервисный центр нести, ну или если вы паять умеете, как-то переделайте. Но мне кажется, это не самый лучший вариант, конечно, что провод несъемный. Включение-выключение. Кстати, длина кабеля питания здесь 145 сантиметров. Помимо всего у нас в комплекте инструкция на русском языке. Вот такой вот кабель мини-джек на мини-джек, это для подключения каких-либо там наушников, к примеру. И вот такой вот кабель тюльпан на мини-джек, это уже подключение непосредственно самого сабвуфера к ПК. Длина кабеля 153 сантиметра.
Братцы, колонками я пользуюсь уже порядком месяца, и мнение о них я, конечно, уже сформировал. Но перед тем, как я его выскажу, предлагаю прослушать серию различных треков на различной громкости. Примерный уровень громкости буду писать на экране. Звук пишется на камеру смартфона. Смартфон установлен примерно на 2 метра от колонок. Drip. Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking
Честно скажу, колонки меня очень приятно удивили, хотя, как мне кажется, фирма Sven всегда делает неплохую акустику. Как и у многих производителей колонок, в данном наборе преобладают низкие частоты. Бас глубокий, четкий, отбивает идеально. При желании легко регулируется, если вам что-то не нравится. Звук чистый, без хрипов и каких-либо посторонних звуков. Музыку слушать одно удовольствие, собственно, как и просто смотреть какой-либо фильм. Уровень громкости просто зашквальный, появится слух даже у глухого. Одни из самых громких стационарных колонок, что я слышал. Мне за глаза 50% громкости, это прям чтоб качало всю квартиру. 75% громкости уже дискотека и звук по-прежнему чистый. Свыше 80% громкости звук становится печальный, явно не хватает мощности, разобрать что-то уже сложно, да и соседи проклянут. Верхние и средние частоты достаточно сбалансированы, не идеально, но и неплохо. В крайнем случае все легко регулируется эквалайзером под личные предпочтения. В общем, недорогие, стильные, с хорошим звучанием колонки, я доволен и думаю, что это самое главное.